Всем привет! Продолжаю доделывать улья. Вот и крышу последнюю добил. Теперь она приняла свой законченный вид. Ну, не мешало бы ее, конечно, помыть, но на это нет времени. Попозже за меня сделает эту работу дождь. А бил ПВХ-мембраны от старого рекламного баннера. Теперь ей точно ничего не страшно. Ни солнце, ни ветер, ни снег, ни дождь, ни град. Да и птички не думаю, что захотят поклевать. Но на всякий случай перевернул рекламой пельменей вовнутрь, чтобы не провоцировать. А Улев только такое количество покрасил, на что хватило банки краски. Ну, как раз на 5 семей и один запасной. Ну и по одному магазину. Хотя вряд ли до них дело дойдет. Не думаю, что они за сезон успеют по 12 рамок оттянуть. Хотя, как знать, сегодня только 1 апреля, а пчелы вон третий день активно трудятся. Походу, где-то что-то в лесу цветет, потому что много пчел прилетает без обножки, без пыльцы. Не думаю, что они бы возвращались с пустыми руками. Да и по вечерам после работы активно проветривают улей. А дед рассказывал, что они так нектар выпаривают. Время покажет, еще пересадить их нужно. А до этого еще Доня доделать и рамки подготовят навощить. Да и с пересадкой могут сложности возникнуть. Замиралы рамки по длине некоторые не влазят, если повернуть в корпус. Но буду решать проблемы по мере их поступления. Сейчас подумал, что можно было бы корпуса, как и крыши, баннером обить. Было бы побыстрее и покрепче. Но только что белый цвет, может быть, на солнце слепило, дезориентировало пчелы, те бы в улей не попадали. Ну, экспериментировать уже не буду. И так у меня эта вся затея с ульем большой эксперимент. Буду красить, как красил. К тому же смотрел исследование, в котором рассказывалось, что в желтых ульях пчелы намного лучше развиваются. Но на ночь глядя суетиться не буду. Сейчас и так быстро темнеет. Как говорится, утро вечера мудренее. Планирую завтра поехать в город, заодно краски куплю, да и буду понемногу доделывать. А сейчас попрятать их, а то мало ли за ночь дождь пойдет или, не дай бог, снег. На моей памяти, помнится, еще в мае снег выпадал. Ну вот, как в воду смотрел, и зима вернулась. А уже он на сирени листики появляется и трава. Стал понемногу одуванчик уже кроликам в рацион добавлять. Ну, вроде бы ненадолго. Сегодня-завтра, а там снова тепло вернется до 19. И все расцветет намного быстрее. Сегодня всю ночь дождь пролил. Хорошо, хоть вчера уля в дом занес, а так бы, скорее всего, ходил по полю собирал. Вчера вечером буря налетела, был сильный ветер, гроза. Еще 2 раза и можно будет уже идти на озеро купаться. Хотя, может быть, и стоило один оставить в собранном виде, посмотреть, как он будет сопротивляться такому урагану, провести так называемый тест-драйв. Идти машину еще разгружать. Вчера с города вернулся, так уже дождь начинался. Целый день прокатался, много дел переделал. Практически целую машину добра привез и при этом ничего не потратил. По пути в город заехал в дом, где в прошлом году брал диван с сервантом. Забрал стол. Мой на кухне расшатался, не выдержал нагрузок, когда сбивал улья на нем. Хотел еще и шкаф взять, да поздно одумался, уже темнело, и инструмент закопал в машине. В доме-то его ставить негде, а вот разобрать на материалы было бы неплохо. Советские ДСП и фанера очень крепкие, как раз можно было бы из них ловушки для пчел поделать. В городе в администрации был, в парикмахерскую съездил, постригся, на заправку заправился, в строительный заехал, материалов купил. Взял еще краски 2 банки, ну по идее должно хватить, чтобы уля докрасить.
Хотел зеленую взять для разнообразия. Да, и зеленый цвет вроде бы как успокаивает. Может быть, пчелы были бы не такими злыми. А вот только она почему-то в 2 раза практически дороже, чем другая. Денег пожалел, купил синий. Вроде бы купил много чего, затрат было много. А вот денег, как уже и говорил, меньше не стало, чем было до того, как в город отъезжал. А, еще же купил новую цепь до бензопилы. У той же зубья отломались, когда яблони пилил. Теперь можно будет до конца в саду убраться, ну и те ветки, которые потолще, на дрова порезать. Помимо мебели еще всякого хлама набрал. Как говорится, пусти козла в огород. Ну, скорее всего, в хозяйстве мало что пригодится. Ну, ничего страшного. Переберу и в город отвезу. В основном все из металла. Это уже на обратном пути загрузился. А когда в город ехал, походил еще там по участку, пособирал ведра старые, кастрюли дыравые. Практически 70 килограмм металлолома набралось. Вот и окупились затраты практически все. Ну, еще заехал на почту, забрал последние платежи от продажи мази. Вот так и получилось, что вернулся с теми деньгами, с которыми я уезжал, а еще кучу барахла привез. Ну, его-то переберу, что покрепче отложу, в хозяйстве пригодится, а остальное отвезу на металлолом сдам. Ну, догружу еще то, что здесь на участке пособирал. Как раз следующая поездка тоже окупится. Пока получается практически в ноль выходить. Позавчера по привычке подбивал бухгалтерию за прошлый месяц, так там за счет продажи мази и кроликов прибыль составила минус $35. А скоро огороды пойдут и сократятся расходы на питание. Зелень на салаты уже в саду появляется. Тогда может наконец-то и получится в плюс выйти. Ну, загадывать-то не буду. Огороды еще посадить нужно.